Знаете, что понадобится для приготовления кюфты? Разумеется, мясо, вернее, мясной фарш. Он у меня уже готовый. Здесь я смешал баранину и говядину. Более того, как правило, я предъявляю очень высокие требования к качеству фарша. Я требую, чтобы убрали все пленки, все жилки. Вот для кюфты все пленки и жилки, все можно оставить на месте. Дело в том, что кюфта сначала жарится, потом очень долго тушится, либо варится. Все это размягчится, все придаст хороший аромат, будет вкусно. А еще, помимо мяса, причем довольно значительного количества мяса, нам понадобится горох. Я использовал горох националь. И, разумеется, это не просто горох, а горох нут. Тот самый, который так любят на Востоке, а теперь и в России. Я взял примерно 300-400 граммов гороха националь, замочил его, отварил, вы все это знаете. И часть отделил для того, чтобы использовать его в фарше. Но сначала надо пропустить горох через мясорубку. Возможно, что многих это удивит, все скажут, что ну как, какой горох в фарше, всегда в кюфту, в тефтеле все кладут рис. Да, если хотите, рис тоже можете добавить. Но если хотите приготовить кюфту по-тебрисски, то добавьте именно горох. Практически готовый горох, на 80% готовый горох. Вот увидите, как изменится вкус кюфты. Мясо в кюфте получится очень плотным, таким питательным, сытным и, что самое главное, вкусным. Чтобы остатки гороха выгнать из мясорубки, положим немного лука. Тем более, что лук в фарш все равно положено класть, но это будет лук не пропущенный через мясорубку, а тот, который мне заботливо, старательно, очень мелко, размером с рисовое зерно, порезала моя супруга. Видите, сколько лука? Видите, сколько фарша? Видите, сколько гороха? Вот это все правильные пропорции. Каждый раз, когда я рассказываю о приготовлении люля-кебаб и других блюд из мясного фарша, я говорю о том, как важно хорошо вымешать, хорошо выбить фарш. Но для кюфты, для тебрисской кюфты, выбивание фарша очень важный элемент. Говорят, что когда-то раньше выбивали его при помощи камня, да? То есть даже не перемалывали на мясорубке, не рубили топориками, а просто-напросто брали кусок мяса, клали на большой камень и отбивали его другим камнем до получения буквально такой эмульсии. Так вот, к мясу здесь примерно 1,5 килограмма мяса. Добавляем грамм 300 уже отварного гороха, примерно полкило мелко нарезанного лука. И все это необходимо посолить и приправить. Вот насчет соли я хотел поговорить с вами отдельно. Даже не надейтесь, что соль из бульона или соль из соуса проникнет внутрь кюфты. Кюфта получится настолько плотной, что внутрь нее ничего не проникнет. В крайнем случае поверхность ее как-то просолится, но не внутри. А внутри мясо останется невкусным. Но не может быть вкусным несоленое мясо. 1,5 килограмма. На килограмм фарша, я знаю, ложка соли без верха. Я считаю по количеству мяса, не по количеству лука, не по количеству гороха. Еще пол-ложки, потому что 1,5 килограмма. И я думаю, что этого достаточно. Основная приправа для мясного фарша – это все-таки черный перец. И кладу я его щедро, почти что полная столовая ложка. Еще немного для души добавлю смесь разных приправ. Был в Марокко, купил там масалу, то есть смесь из разных специй, где 38 разных специй смешано. Знаете, в Иране тоже приходишь на базар, подходишь к прилавку со специями, а там уже готовые специи лежат. И 11 специй, 15 специй умеют создавать букет. Так вот, этот букет специй я положу, наверное, 1 ложку. Этого достаточно. В этом, наверное, главная нота – это корица. Корицу любят и в Турции, и в Иране. Почему бы и нам не попробовать?
Включаем на скорость достаточно высокую, потому что фарш должен не просто перемешаться, а еще и как бы выбиться. Пусть вращается так, чтобы мясо удар получало. На минуточку остановлю, чтобы поговорить с вами. Вы помните, какого цвета был мясной фарш? Так вот, выбивать его необходимо до тех пор, пока он практически не побелеет. Вот сейчас фарш вымешан уже отлично, но продолжаем именно выбивать. Есть тестомес? Прекрасно. Нет тестомеса? Ну, значит, придется работать руками. Вот отлично фарш получился. Но люля-кебаб из такого фарша делать нельзя. Снаружи будет пригорать, потому что фарш сейчас такой гладкий, не рыхлый. Из него соки практически не могут выйти наружу. Но нам-то того и надо. Мы сейчас из этого фарша будем лепить кюфту, начинять ее. И я кюфту хочу слегка обжарить. На самом деле можно и не жарить. На самом деле можно положить прямо в соус, либо в воду, варить ее. Но я обжарю слегка, чтобы румяненькое получилось. Растительное масло и топленое масло. Я знаю, не все любят, когда смешивают, а я люблю. Растительное масло хорошо работает для того, чтобы можно было обжарить. Топленое масло вкус улучшает. И кроме того, еда, приготовленная на топленом масле, все-таки это очень по-нашему, по-азербайджански. Буквально 2 столовые ложки топленого масла и примерно столько же масла растительного. Поверьте, это будет немного. Кстати говоря, вот пожарить можно по-разному. Когда кюфту либо тефтели жарят в Узбекистане, то жарят в большом количестве масла и при очень высокой температуре. Но я готовлю нежную еду, еду комфортную. Поэтому я ставлю нагрев казана на невысокую температуру. Ну, примерно 170-180 градусов. При такой температуре мясо обжарится и получится розовеньким. Понимаете? Чтобы не было вот этого коричневого, черного цвета. Масло нагрелось, кюфту мы будем все равно жарить по очереди, поэтому начинаем лепить и опускать в казан. Я смачиваю руки для того, чтобы фарш не лип к рукам. Основная задача – выбить воздух, чтобы там не оставалось ни грамма воздуха внутри кюфты. А фарш прилипает к рукам, руки разводишь, вот тебе и трещинка внутри. Потом кюфта разваливается в казане. А так быть не должно. Фарши для кюфты я взял грамм 150. Все буду делать такие крупные. Мужская порция, да? А внутрь кюфты будем кое-что закладывать. Пальчиком дырку сделал. Во-первых, перепелиное яичко. Во-вторых, одну ягодку аль-бухары. Знаете, что такое аль-бухара? Кто-то говорит, это дикая слива, дикая алча. Да нет, это... Конечно, культурный фрукт, который выращивается давным-давно. А судя по названию, становится понятно, что когда-то его привозили из Бухары. Только теперь, если в Бухару поедете, имейте в виду, что сейчас там аль-Бухары нет. Вся аль-Бухара растет в Азербайджане и Иране. Ну вот первая готова. Пошли в казан. Показать еще раз, как кюфту делаю. Еще раз. Руки мокрые. Это прямо вот обязательно. И
щедро берем фарш, а давай еще добавим чуть-чуть. Для своих же, да? Хлопаем ладошками. Хлопаем так, чтобы соседям было слышно. Какая у нас вкусная кюфта получается. Палец. Дырочку чуть-чуть шире по диаметру, чем мой палец. Сюда вовнутрь яичко. Сюда вовнутрь аль-бухару. Аль-бухара кислинку даст изнутри кюфты. Поэтому не надо солить слишком сильно. А теперь эту дырочку закрываем. Закрываем. И еще раз отхлопали. Вообще-то можно было бы кюфту испечь в духовке. Но в духовку вот такой нежный фарш положишь, он плоский станет. Никогда кюфта из духовки не получится такой красивой, как из казана. Ну, обжарились. Такая, знаете, ручная работа. Теперь в это же самое масло, где только что мы жарили мясо, довольно много мяса пожарили, я опускаю лук. Посмотрите, на стенках казана что-то налипло. Это налипли мясные соки. Мы их сейчас должны растворить. Они должны стать основой нашего будущего соуса. Частично этот припек, как его называют повара, растворит выделившийся из лука сок. Для того, чтобы лук хорошо пожарился, для того, чтобы он придал соусность будущему блюду, сюда сейчас можно добавить либо воду, либо бульон. Бульон у меня дома всегда есть. И у вас должен быть. Посмотрите, кюфта, да, ну 1,5 или 2 килограмма мяса. Кости куда дели? Все пленки, жилки куда дели? Бульон надо было сварить. Но я бульоны всегда готовлю очень даже заранее. Принес мясо с базара, разделали и сразу приготовили бульон. Бульон разлили по контейнерам и убрали в морозильник. Морозильник бульон никак испортить не может. Хоть 5 лет будет лежать, бульон остается бульон. Кроме того, бульон – это спасение от всех семейных ссор. Мужчина не должен дома находиться голодным. Вы знаете об этом? Если пришел муж, жена первым делом в течение первых 10 минут должна поставить тарелку с супом на стол. Все, в этой семье будет мир, гармония, любовь. Дети будут расти толстенькими и красивыми. Поэтому, девушки, вы меня слышите, да? Обязательно, обязательно у вас в холодильнике должен быть бульон. Огонь под казаном можно сделать и потише. Видите, какой красный соус, зачаток соуса уже образовался. Это вот этот мясной пригар смылся со стенок казана, и он создал превосходный колор, который нам дальше остается только улучшать. Самое главное не испортить. А мы как можем испортить? Нам просто нечем испортить. Вот можно испортить любое блюдо томатной пастой, если ею пользоваться неправильно. Некоторые туда воды нальют, положат томатную пасту, эта томатная паста варится, и всему блюду придается вкус сырой томатной пасты. Товарищи, это неправильно. Томатная паста непременно должна обжариться. У нас сейчас там есть какой-то сок, есть какая-то влага. Этого достаточно для того, чтобы томатная паста растворилась. Но наступит момент, когда этот сок, этот бульон испарится, и томатная паста немного прижарится. Что произойдет? В
томатной пасте помимо кислоты содержатся сахара. Мне необходимо карамелизировать эти сахара. Карамелизированные сахара – основа вкуса хорошего соуса. Для наступления карамелизации необходимы определенные условия. Влага должна испариться. Пока влага в блюде содержится, либо в продуктах содержится, сахара не могут нагреться до температуры карамелизации. Поэтому перемешиваем, выпариваем влагу и ждем, когда запахнет по-другому. Когда запахнет очень вкусной едой. Ой, у нас уже сейчас так вкусно пахнет, но я понимаю, что надо, чтобы запахло еще вкуснее. Уже очень хорошо. Уже как мармелад. Ну, теперь послушайте. Томаты, помидоры и картошка в Азербайджане появились 150-170 лет назад. В Южном Азербайджане, я говорю вот о Тебризе, Ардабиле, откуда мои предки родом. Я думаю, появились примерно в то же самое время. Не могло быть, чтобы существенно раньше. А как же раньше готовили такие блюда? Без помидоров, без томатной пасты, без картошки. Расскажу. И в Азербайджане, и в Иране, и во многих других восточных странах до сих пор очень любят фруктовые вкусы. И продают вот такой продукт, который называется лаваш-ана. Слышите, да? От тюркско-персидского слова лаваш, лаваш-ана. То есть, по сути дела, лаваш, но это из высушенных фруктов. Фрукты измельчают, высушивают, и получается вот такая заготовка, которая может храниться очень долго. Ее можно так жевать, это вкусно. Такая фруктовая пастила. А ее можно покрошить, опустить в горячую воду. И что получится? Да, получится практически восстановленное фруктовое пюре. Это сделано из алчи. Очень вкусно будет. Вот и все, пусть размокает, разбухает. В принципе, она бы и там, в казане, растаяла. Тем более, что вот эту лавашану, ту пасту, которая сейчас получится у нас, я бы не стал карамелизировать. Потому что в ней тоже есть и кислота, в ней тоже есть и сахара. Но это другие сахара. Это фруктово-ягодные сахара, которые имеют свой неповторимый вкус. И карамелизация, этот тонкий аромат, просто-напросто убьет. Давайте посмотрим, как у нас здесь дело с луком обстоит. О, хорошо, хорошо. Чуть-чуть добавим температуру. И, пожалуй, что я начну добавлять сюда специи. Пока здесь есть еще некоторая влага, и при этом масло достаточно горячее. Какие специи? Ну, в первую очередь, то, что азербайджанцы называют сары-кёк. По-английски говорят тармерик, по-русски говорят куркума, хотя я не понимаю, откуда происходит это слово. А вот слово тармерик я знаю, откуда происходит. Дело в том, что по-узбекски корень – это томери. Томери. Так вот, когда из Средней Азии в Индию пришла управлять династия великих моголов, начиная от Шаха Бабура, они принесли с собой свои кулинарные пристрастия, и они принесли с собой множество специй, и в том числе вот этот корень, куркуму. Ведь это очень длинный желтый корень, который высушивается, измельчается в порошок. Это ни в коем случае не шафран. Если вас на рынке начнут обманывать, говорить, что это измельченный шафран, вы знаете, что лучше у этого человека ничего не покупать. Куркума чуть больше чайной ложки. Черный перец. Ну, соус должен быть и жгучим, и ароматным. Пол столовой ложечки будет очень хорошо. Вот эта смесь, марокканская смесь приправ, 38 приправ. Но надо иметь в виду, что она ароматная, она пряная, но она не острая. Сколько есть, все высыпаю. А еще у меня есть молотый имбирь.
Обратите внимание на то, каким стал лук. Видите? Вот чем-то напоминает какое-то варенье, мармелад напоминает. И пахнет все невероятно вкусно. Не надо жалеть времени на обжарку лука и на достижение им соответствующей консистенции. Основа вкуса будущего соуса закладывается сейчас. Ну, я думаю, что уже очень хорошо. И поэтому отправляю к нему лавашану. Но еще не успела она хорошо разбухнуть. Надо было за час заранее замочить, было бы как надо. Но здесь тоже все произойдет прямо в казане. В этой коробке сколько бульона? Ну, я думаю, литра 2 было. Значит, вот половину. Вот половину этого бульона я отправляю в казан. А остальное пусть остается на потом, на следующий раз. Вы когда будете готовить, будете повторять это блюдо за мной. Вот в этом месте возьмите ложку и попробуйте, каким получается соус. Я пробовать не буду. Я и так знаю. Он сейчас получился чрезмерно кислым. Больше того, я сейчас сюда еще добавлю кислоты. Это аль-бухара. Та самая, которая лежит в кюфте, она у нас будет и в соусе тоже готовиться. И вот я понимаю вопрос. Люди скажут, ну что ты, Сталик, и так было кисло, и ты еще закислил. Дело в том, что сейчас я собираюсь добавить сладкое. Приготовьтесь быть шокированными. Я сюда добавлю апельсиновый джем. Я взял апельсиновый джем Махеев. Он имеет хороший вкус, хорошего качества. Пожалуй, что лучшие джемы на наших полках магазинов. Вот сходите и проверьте. Убедитесь, что я никогда никого не обманываю. Попробуйте. А кроме того, внутри этого джема содержится достаточно много пектина. Это то, из-за чего получается густым, например, яблочный джем. Варили яблочный джем? Так вот, апельсин я добавлю, и больше того, для того, чтобы усилить ароматную ноту апельсина, я добавлю апельсиновую цедру. Вы апельсины как кушаете? В виде сока или вот просто порезали и поели? Мы обычно с апельсина срезаем цедру, овощечисткой, картофелечисткой. Срезаем цедру, сушим и потом используем в качестве приправы. В Иране цедру, вот так тонко нарезанную, как у нас сегодня, даже в плов кладут. Плов ароматизируют апельсиновой цедрой. Я добавляю апельсиновую цедру в качестве специи к нашему соусу. Вот теперь, когда в соус добавлены практически все запланированные продукты, его можно посолить. Смотрите, я, наверное, ложку соли возьму. Сейчас размешаю и попробую. Как всегда, берем 2 ложечки. Одной ложечкой зачерпываем немного соуса, наливаем в другую ложечку и пробуем. Не разобрался. Ну так вкусно. Аж самому нравится. Очень вкусно. И солено как раз в меру. Понравился. И обратите внимание, какой густой соус. Но мы можем сделать его еще гуще при помощи одного очень вкусного ингредиента, который по-азербайджански называется бадам, а по-русски говорят миндаль. Вот у меня миндаль. 1 пиала измельченного миндаля. Этот измельченный миндаль я сейчас добавлю в соус, и он тоже и сгустит его, и ароматизирует, и придаст ему сытность, и придаст ему хороший, такой богатый, можно сказать, царский вкус.
Видите, пузырьки стали другими. Кипит, а пузырьки такие медленные. Поднялся наверх и лопаться не хочет. Значит, соус правильной густоты. Но чтобы завершить этот соус, остался еще один ингредиент – горох. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Сейчас очень многие блюда вот начали в казане готовить, так в казане и готовят. Потому что у всех женщин часы есть. Они знают, когда муж с работы придет. А раньше, не знаю, у моей бабушки, прабабушки, у нее часов не было. Часы были очень дорогим украшением для богатых мужчин. Здесь на цепочке, на животе висели часы. Так вот, как же у них обед был всегда готов к тому моменту, когда придет муж? Очень просто. Утром в тандыре пекли хлеб, в печи. Испекли хлеб, тандыр еще горячий. В казане приготовили блюдо частично. Дальше все перекладывается куда-то, в какой-то горшок, и ставится в этот тандыр. Тандыр поначалу горячий, потом потихоньку остывает, и стоит еда в тандыре 4 часа может стоять, и 6 часов может стоять. Кто когда придет, обед готов. Обед горячий. И от того, что такие блюда стоят в тандыре, чем дольше они стоят, тем вкуснее и получается. Сверху разложим кюфту. Заливаем соусом. Нет, на самом деле, конечно, можно было бы
и дальше продолжить готовить в казане, и все получится замечательно. Но давайте попробуем приготовить так, как готовили раньше. В принципе, теперь можно было бы разогреть и духовку, и поставить все в духовку, готовить дальше в духовке. Но у меня есть гриль, хороший угольный гриль. Чтобы жар от углей не грел непосредственно дно, я поставил специальное устройство, отсекатель. Вообще ведь в тандыре-то готовили, когда уже там практически не оставалось угля, только жар от стенок. Мы сейчас имитируем то же самое. Сначала температура пускай будет градусов 150-160, а когда там внутри закипит и на весь дом вкусно запахнет, вы подойдите, да и убавьте нагрев градусов до 120, даже 110. И пусть стоит, томится, только вкуснее станет. Температура в печке опустилась до 130 градусов. Ведь настоящий тандыр тоже остывал бы в течение 3 часов. Но внутри, я думаю, что все еще очень хорошо кипит, побулькивает и готовится. Ох, 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 ох. Вы только посмотрите, вы только посмотрите. Давайте вот здесь полюбуемся. Давайте прямо на стол поставим. Конечно, это блюдо лучше всего подавать горячим. Конечно, к этому блюду здорово подать хороший плов. Рис, приготовленный откидным методом, который тоже поставил в казане. Кстати, ведь была бы у меня печь либо тандыр побольше, можно было бы и горшочек с рисом прямо туда поставить. Пусть там бы в тандыре поставил. Вот это очень хороший обед был бы. Но если мы что-то не доедим сегодня, 1 или 2 кюфты можно оставить на завтра. В холодном виде она тоже удивительно вкусная. Конечно, уже без соуса, но ее можно нарезать, как режут колбасу, и поесть с хлебом и чаем. Приятного аппетита, дорогие друзья!